Приветствую на своем канале любителей Huawei P40 Lite. Я наконец-то установил на данный телефон Play Market и все гугловские программы, которые мне так были необходимы для работы. И все приложения Play Market, YouTube и так далее работают без каких-то либо приложений дополнительных. Вот смотрите, запускаю Play Market. Все отлично работает. Можно установить YouTube. YouTube у нас уже установлен. Мы просто открываем его. И вот смотрите, полноценно работает YouTube. И спокойно можно смотреть всякого рода видосов, которые вы любите. И напоминаю, что я эти все приложения установил без каких-то дополнительных приложений, без каких-то либо виртуальных машин. Все работает полноценно, без каких-то либо зависаний. Ну и как вы понимаете, через Play Market можно устанавливать не только YouTube и творческую студию, но и все дополнительные приложения, которые работают только с гуглами. Ну что, все начнем по очереди. Ну как видите, у нас написано Huawei P40 Lite, версия прошивки 306. Для начала нам нужно понизить прошивку. Понижать мы будем данную прошивку на 226. Все ссылки и инструкции дополнительные вы найдете под этим видео в описании. Вся информация о понижении и установке Google сервисов собрана с YouTube и с сайта 4PDA. Ну и конечно же в этом видео я внес свои изменения. Вот, к примеру, в инструкциях пишут, что данный телефон можно прошить с помощью USB флешки. Как вы видите, я перебрал много флешек. Вот, к примеру, это какой-то Silicon Power. Я пробовал понижать с помощью данной флешки. Пробовал понижать с помощью вот какой-то непонятной флешки. Вот эта флешка, кстати, на 32 гигабайта. Все остальные были по 16. Вот это 16 гигабайт. И с помощью вот этих всех флешек мне не получилось понизить прошивку на данном телефоне. Я, кстати, использовал даже вот такой переходник, вставлял флешку и по инструкции пытался понижать. Вот видите, флешки все определяются в телефоне, но понизить, то есть прошить данный телефон, мне не удалось. Я писал на различные YouTube каналы, я писал на форумы, так никто мне конкретно не подсказал, что делать, никаких инструкций дальнейших нет. Одно единственное подсказали, что я ставлю не ту флешку, но я решил подключить microSD на 32 гигабайта. Как подключить данную флешку? Данная флешка к этому телефону не подходит. В разъеме под сим-картой нету места, куда ее можно вложить. Ну и я, конечно же, начал думать, как ее подключить к данному телефону Huawei P40 Lite. Короче, для понижения прошивки в данном телефоне нам нужно будет вот такая флешка microSD. Как ее подключить? Нам нужен будет вот такой переходник. Вставляем прямо в телефон. Дальше нам нужно будет вот такой картридер. Данный картридер я покупал на сайте AliExpress. Если не забуду, я тоже вам скину ссылочку в описании под видео, где его можно приобрести. Такой картридер. Но я думаю, можно использовать не только такой, есть такой в виде флешки. Если есть желание, поищите на сайте AliExpress. Я думаю, там найдете то, что вам надо. Короче, подключаем наш картридер с флешкой microSD. Вот видите, она все определяется. И работает как USB флешка. Что, поехали дальше. Дальше вы зайдете на файловое хранилище Михаила Плюско по ссылке в описании под видео и скачаете данную прошивку. Вот как видите, вот там есть прошивки, ее нужно скачать. Дальше данную прошивку нужно будет разархивировать. Вот у нас прошивка будет в архиве, а вот здесь уже она будет разархивирована. И вот данную папку DLUAT нужно скопировать нам на флешку microSD. Флешку microSD мы заранее подключили к ноутбуку через тот самый белый картридер. Вот видите, можно даже посмотреть, какие файлы в этой прошивке есть. Ну и дальше отключаем нашу флешку и вставляем в телефон для прошивки, то есть понижение прошивки до 226.
Вставляем наш картридер с переходником в наш телефон. То есть все подключаем и будем пробовать понижать прошивку в телефоне Huawei P40 Lite. Так, еще раз посмотрим. Стоит у нас прошивка 306. Это самая последняя прошивка. Кстати, прошиваемся мы 7 апреля 2001 года. Вот наш картридер. Подключаем. Короче, нужно подключить наш картридер и выключить наш телефон, чтобы продолжить наши дальнейшие манипуляции по инструкции. Так, все, выключаем наш телефон полностью. Ждем полного отключения. Дальше нам нужно зажать клавишу громкости одним пальцем, а вторую клавишу включения и ждать, пока не появится логотип Huawei. Когда появится логотип Huawei, нужно кнопочку включения отпустить, а плюсовую кнопочку удержать, пока не включится наш recovery. Ждем. Все нормально. Ждем. Когда появится наше меню recovery, кнопочку плюс можно отпускать. Ну вот, мы зашли в recovery. Дальше нужно нажать кнопочку Update Mode. Дальше нам нужно будет нажать Memory Card OTG Update Mode, верхнюю эту кнопочку. И у нас должен запуститься процесс прошивки. Поехали. Чуть не забыл, самое главное, не забудьте зарядить батарейку до 100%, ну хотя бы до 95%, как у меня. Так, ну и видим, что наш процесс вроде бы идет прошивки. Видите, картридер моргает, значит что-то считывает с флешки. Весь процесс мы вам показывать не будем, потому что это очень долго. Вот как вы видите, уже процесс начат, 4% уже есть, это уже хорошо. Кстати, когда прошивал я данный телефон, я на тот момент тоже экспериментировал, я даже не думал, что эта прошивка начнется. Я, если не ошибаюсь, по-моему, около месяца искал данное решение, чтобы можно было бы установить Google сервисы без всяких либо посторонних приложений, чтобы работало все напрямую. Так, процесс прошивки идет, уже 8-9%. Самый первый запуск, дождаться 1%, это, по-моему, ждал я 5 минут. Долго она считывала с данной флешки, но считала по ходу. И все, процесс запущен. И дальше уже проценты начали бежать как-то побыстрее, повеселее, по крайней мере. Как вы видите, проценты идут, уже 54%. А значит, все хорошо. Флешка не перестает моргать. Значит, что-то считывается, что-то устанавливается. Ну вот, идет перезагрузка после прошивки, понижение прошивки, вернее. Запустился у нас вот логотип Huawei. Заставочка такая, и ждем саму загрузку. Приветствие, вроде бы все отлично. Ждем самой загрузки уже рабочего стола, или как там получится. Я думаю, после первой прошивки нужно будет сделать настройки, регион, время, я думаю, язык нужно будет выбрать, ну и все такое прочее. Ну, как обычно. После, кстати, сброса такие же самые манипуляции, я думаю, это просто все сделают без проблем. Просто вот хочется показать сам процесс хоть немного. Вот видите, после понижения прошивки он загружается долго. Но это ничего страшного. Нужно всего лишь дождаться, не нужно его выключать, перезагружать, потому что можно все испортить. Если появился логотип, значит нужно дождаться включения. Не надо паниковать лишний раз и потом кричать, что кто-то что-то сделал не так, и винить кого-то. Так, емай какой-то. Так, ну вот, язык.
нам нужно выбрать. Ну, короче, все просто, все понятно. Вот пин-коды, кстати, вылетели. Да, пин-код на сим-карту вылетел. Выбираем язык, регионы все указываем и запускаем рабочий стол. Ну и продолжаем. Дальше вам нужно зайти на сайт YouTube с ноутбука, с компьютера. Так, ждем загрузки. В поисковой строчке пишем «Понизить прошивку Huawei P40 Lite». У меня уже она набрана, я просто нажимаю. И здесь немножко опускаем ниже. Вот есть у нас Михаил Плюско. Вот его канал. Нажмите на его. Полноценная установка Google сервисы на Huawei Honor ноябрь 2020. И здесь с 3 минуты 55 секунды начнется инструкция. С 3 минуты, напоминаю, 55 секунды, как установить Google сервисы на ваш Huawei P40 Lite. Как установите по данной инструкции Google сервисы, вам нужно будет повысить прошивку. Как повышается прошивка, уже смотрите дальше в моем видео. Чтобы повысить прошивку в телефоне Huawei P40 Lite, нам нужно всего лишь телефон. Никаких флешек нам не надо. Так, перед этим нам нужно отключить полностью телефон. Еще нам нужен будет ваш Wi-Fi. Без Wi-Fi никак. Полностью вырубаем телефон. Нажимаем кнопочку плюс и кнопочку включения. И ждем логотипа Huawei. Как появится логотип Huawei, отпускаем кнопочку включения. А кнопочку плюсик будем держать до того, пока нас не закинет в рекавери. Так, появился логотип, отпускаем кнопочку включения. Huawei нас приветствует. Как только зайдем в рекавери, отпускаем кнопочку плюс. Вот, все, зашли мы в рекавери, кнопочку плюс отпускаем. Дальше что нам нужно сделать? Нажимаем на Update Mode. Дальше нажимаем Recovery Mode. И дальше мы жмем Update and Recovery System. И здесь нужно нажать дальше Download Update and Recovery. Ждем, пока наш телефон найдет ваш Wi-Fi. Нужно будет, вот наш Wi-Fi он нашел. Нужно нажать на наш Wi-Fi, ввести пароль, доступ, чтобы наш телефон смог подключиться к Wi-Fi. И нажимаем Connect, подключение. Так, ждем подключения, пока телефон подключится к нашему Wi-Fi. Он должен подключиться к Wi-Fi и найти прошивку. И нужно будет ему дать время, чтобы он прошился по воздуху. Когда он прошьется, и вот как раз и будет конец нашим всем действиям. Наш телефон будет полноценно работать со всеми Google сервисами, то есть YouTube, Play Market, ну и так дальше, с любимыми вашими играми. Манипуляция такая не совсем уж простая, но это все можно делать по данной инструкции, и все будет окей. Ждем поиска, он ищет, он подключается и ищет, по-моему, прошивку. Нужно всего лишь дождаться. Это занимает довольно много времени. Так, выбила у нас ошибку почему-то. Сейчас проверим, может, неправильно пароль ввел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Вроде бы все нормально. Повторим еще раз. Connect. Да, бывает и такое. Но это ничего страшного. Просто нужно повторить. Опять же надо подождать.
Так, кстати, не забываем зарядить наш телефон. Наш телефон уже наполовину разряжен, но ничего страшного, мы просто его включим в зарядку. Так, ждем подключения. Телефон подключился к Wi-Fi, он пишет, и сейчас он ищет прошивку. Вот наша прошивка. Так, процесс прошивки запущен, нужно только дождаться до конца. Ну и как вы видите, процесс запущен, уже 4%. Красную строчку не бойтесь, это предупреждает о том, чтобы вы не выключали телефон от сети, не вынимали батарейку. Так, уже 14%, 15%. Нужно просто долго дождаться сам процесс, когда это все дело начнется. Ну а дальше уже потихоньку начнется скачивать нашу прошивку с сервера и ее установит. Ну и в принципе ничего сложного нету, просто нужно дождаться. Ну и вот, все-таки мы дождались 100%. Ждем, что у нас случится дальше. Так, галочка синенькая, recovery complete, что-то тут. Restart, то есть перезагрузка начнется через пару секунд. И все, телефон наш выключился и началась перезагрузка. Вот наш логотип Huawei. Это уже была, кстати, ночь, если кто заметил, да? Я уже ночью прошиваю этот телефон. Ну и ждем включения нашего телефона. Так, заставочка прошла, приветствие. Все, Huawei. Все вроде бы отлично. Так, я сделал небольшую перемотку. Короче, вот вылетел у нас опять пин-код ввести. Так, нужно ввести пин-код. Немножко неудобно одной рукой снимать, а другой делать. Уже как бы совсем темно. Так, ввожу пин-код своей сим-карты. Ну и посмотрим, включения остались ли наши Google сервисы. Или их снесло. Так. Да не так, а может и так. Так, что мы видим? Обновление OS Android что-то выскочило у нас, да? Ну и смотрим, где наш Google. Так, еще немножко подождем. Рекомендации функций, он еще пока загружается. Видео, редакторы, фотомузыки, Google Play Market. Это уже хорошие признаки, что он уже работает. Раз идет какое-то обновление через Play Market. Нужно найти наш Play Market. Так, YouTube есть, творческая студия есть, Play Market есть. Ну и что, попробуем запустить. Запускаем наш Play Market. Очень быстро загрузился, как вы видите. Так, мои приложения игры, все запускается, все отлично работает, ура, народ, я дождался. Все-таки свершилось чудо, так что пробуйте, дерзайте, если кому нужны гуглы. Вот видите, все работает, обновление, все через Google, через Play Market вернее. Все связано с Google сервисами, все установлено как положено. Ну и смотрим нашу прошивку. Прошивка наша стоит 306-я, самая последняя, все как положено. Если данная инструкция поможет и вам, обязательно подпишитесь на канал и хотя бы поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.